when... Good morning. Good morning. Mi pregunta es con libros, with books. I find myself that I start reading a lot of books and like taking on a lot of information, and sometimes I wonder if it's even helpful. Do we think, what is your thoughts on books, on reading, on spiritual books, or should we just not read? Ryan pregunta qué es lo que nosotros opinamos sobre la lectura y los libros, porque en su caso personal, que ha leído muchos libros y tiene un montón de conocimiento de los libros en su cabeza, y hace poco empezó a preguntarse si eso es válido, si le ayuda o mejor dejar de leer todo и centrarse en lo que eres tú. ¿Cuál es nuestra opinión al respecto a la lectura? Райан спрашивает по поводу книг, по поводу чтения какой-то литературы, говорит, что в его личном случае он много прочитал, у него очень много различных знаний, которые он почерпнул из книг. Но недавно у него появился такой внутренний вопрос, годятся ли вообще все эти знания для его внутреннего развития. И хочет узнать, что мы по этому поводу думаем, по поводу чтения книг и, так сказать, внешних знаний. Mientras sea un ejercicio que te ayude a expandirte, пока это является неким упражнением для тебя, которое помогает расширять твои возможности en las distintas direcciones, distintas opciones, в различных направлениях, todo radica ahí en el sentir, porque lo que pasa ahora это может тебе помогать. Но надо это чувствовать, безусловно, это вопрос нашего чувствования. Lo que pasa ahora es que justo eso fue el mensaje, era el mensaje para transmitirlos ahora. И было, ну, как всегда интересно, у нас было определенное послание, которое сегодня надо было озвучить, и ты как раз практически попал в точку своим вопросом. Muchos creen que porque han leído un libro, Очень многие считают, что если они прочитали какую-то книгу, ya se lo saben todo. то что они уже все знают. Nada. Надо, Es nada. надо понимать, что это ничто. Porque el conocimiento, como la historia, Потому что como la знание, vivencia, так же как cambia cada instante. история, так же как жизнь сама, она меняется Todo cambia постоянно. cada Все instante. постоянно находится в движении, ¿Quién puede постоянно dar la изменения. palabra absoluta? Никто не может сформулировать и прописать в каком-то одном универсальном варианте все то, что в многовариантной жизни происходит. Todo está en constante regeneración y Все находится в movimiento. постоянном движении, в постоянном Es una ley universal. развитии, регенерации. Это вселенский закон. ¿Cuántos de los supuestos conocimientos científicos ahora son válidos? De Посмотрите, hace сколько научных 100 años открытий, atrás. которые еще недавно были совершенно нормальны и воспринимались Quedaron нами как аксиома. obsoletos. Сейчас они стали устарелыми, они вообще никак не соотносятся с тем, что мы знаем сейчас о мире. Y más en esos tiempos, pues que los libros o los materiales, supuestos materiales que han sido difundidos, han sido expandidos a nivel del planeta, Тем более сейчас надо быть очень аккуратными, понимая, что очень многие материалы, очень много литературы на этой планете были распространены в своем максимальном предъявлении no estaba basado en un conocimiento sagrado. не на основе сакральных знаний. Gran parte estaba basado en una manipulación В основном planetaria. это было некое резюме той манипуляции, которая внедрялась в наше сознание на Siempre протяжении les- многих лет. Siempre les hemos dicho, les han dado el premio Nobel, no a los que han hecho un conocimiento profundo, conectado, les han dado el premio Nobel al quien contribuye con la manipulación. Мы говорили ellos dan как-то el premio недавно с вами, что премию Нобель получают не те, которые каким-то образом способствуют возвращению человечества на рельсы сакрального жития и бытия, а получают те, которые внесли больший вклад в разруху нашего сознания, нашей идентификации и так далее. ¿Cuántos autores han contribuido con el sufrimiento, Сколько con la авторов angustia, con la depresión, способствовали con el тому, decaimiento de la чтобы humanidad? человечество попадало в эти паттерны
разрушительные или саморазрушительные нашего человеческого сообщества современного, предлагая страдания, чувство вины, греха и так далее. То есть все те паттерны, которые разрушают Y lo siento, ведут к respeto a низкочастотным a вибрациям. los escritores. También explica Большое, alguna cosa, pero no como una большое palabra уважение absoluta. к писателям. Иногда тоже могу что-то пописывать, но Eh, les respeto, espero. Les respeto a los escritores, sí, respeto, pero porque también escribí algunas cosas, pero no como una palabra absoluta, eso es lo que decía. Но важно понимать, что когда ты встаешь на стезю писательства, то, что ты выдаешь как некий продукт, не должно быть истиной в последней инстанции. Это не должно быть неким знанием, которое ты пытаешься навязать другим. Normalmente un escritor aporta su experiencia vivida. Pero no es para todos, porque cada uno es único. Обычно писатель, чем может поделиться с нами, это свое представление или свое проживание того или иного момента жизни или всей своей жизни. Но это надо понимать, когда ты читаешь, что это реальность только этого индивидуума, этого человека. Но каждый из нас — это уникальный мир, это абсолютно ничего не имеет общего с проживанием другого. Por eso decíamos al inicio que es una recreación de conocimiento, un aporte en una recreación del conocimiento individual de cada su experiencia, su vivencia, que a partir de ello plasma, que no es inválido, por supuesto. Само по себе это ценно, потому что в этом проживании, в этой рекреации чьей-то жизни можно почерпнуть что-то ценное. Y este mensaje me llegó a partir de una frase de un autor, no recuerdo, creo que Calderón de la Barca, o ¿quién escribió? Ay, mísero de mí, ay, infelices soy. ¿Quién escribió esto? ¿Cómo? En mísero de mí. Edipo Rey, creo que fue. Hay una frase que quedó muy marcada y sobre esa frase llegó este aporte que decía, ay mísero de mí, ay infelices soy. Hay que tragar eso todos como una verdad absoluta. Есть различные произведения, и пытался вспомнить, чье, то ли Кальдерон де ла Барка, то ли кто-то написал произведение, и первые же фразы, которые начинают и открывают повествование, они начинаются с того, что «О, я несчастный», и, в общем, принадлежу я к отряду несчастных. То есть изначально, то есть этот весь посыл страдания, этот низкочастотный диапазон, то есть сразу же ты понимаешь, что тебе предлагается попасть вот в это состояние. И на основе вот этого возникла вся эта рефлексия по поводу того, что мы в себя помещаем, читая. Unos transmitieron el fatalismo, некоторые таким образом с нами поделились фатализмом, otros la extrema fantasía. А другие экстремальные какие-то фантазии. Entonces, para cerrar el círculo, Чтобы немножко закрыть эту no es que sea malo o bueno. тему, нельзя Todo сказать, radica en el хорошо это или sentir. Si плохо. tú quieres ejercitar tu parte Есть какой-то период времени, de когда нам надо experiencias, тренировать de aportes. саму способность познавания, чтения, анализа. Que la experiencia sea para abrirte otro camino, que no sea para Но надо чувствовать, frenarte. что из того, что ты читаешь, дает какую-то пищу для твоего развития, а что пытается тебя ограничить и откинуть в состояние крайне низкочастотное. Cuando el autor expresa como una verdad absoluta, está limitando la Надо иметь diversidad в виду, planetaria. что всегда надо быть Универсаль, осторожными, говорим, когда кто-либо из авторов представляет какие-то свои знания или произведения как абсолютную правду.
Надо всегда быть осторожна с такого рода литературой. Entonces allí hay que tener cuidado porque, como dijimos al inicio, todo está cambiando y todo va transformándose Как мы в самом начале rápidamente. сказали, все течет, все меняется, все находится в постоянном движении, нет ничего, что может оставаться неприкосновенным и без возможности к Entonces, изменению. si sientes que te ayuda a expandir otros horizontes, mirar, pero que no sea como que tú las tragas, las metes dentro de ti, sino que es como una opción, como un ejemplo de alguien que a partir de ello tú puedes sacar tu camino. Entonces es otro tema. Поэтому соизмеряй, скорее всего, если ты читаешь, ты хочешь еще каким-то образом набрать различных впечатлений для внутреннего анализа и так далее. Ты можешь это делать, но старайся быть всегда начеку, чтобы это не замусоривало тебя и не вносило какую-то помеху. Hace una década atrás, Быть внимательным hace на una этом década пути. atrás más o menos, muchos autores se les ha ocurrido escribir todos sus traumas, Лет 10 назад была plasmar en такая libros sus traumas. тенденция, что появилось очень много авторов, которые говорили о своих травмах. Vendiendo su basura. Практически, так сказать, продавая свой мусор. ¿Qué aporte es eso? Это странный вклад для человеческой цивилизации. Si escribes, abre opciones. Если ты что-то пишешь, давай человеку Abre возможности opciones de для la diversidad y la экспансии, для amplia расширения, expansión для возможностей, del universo. для чувствования, для ощущений. Entonces, eso sí va a ser Не aporte своди это в para какой-то узкий диапазон страданий или nuestras generaciones. травм. Скажите? No, que eso sí va a ser aporte cuando abres opciones. Когда ты пишешь Para что-то, nuestras generaciones va a что ser un дает gran aporte. определенные горизонты, открывает для поколений будущих, это можно назвать определенным вкладом в развитие. No А estamos не то, diciendo, что сворачивает que quede все claro наши que no estamos структуры. diciendo lean o no lean. Поэтому, чтобы было понятно всем, Estamos мы не abriendo говорим, todo el чтобы вы horizonte para читали que cada uno или чтобы вы не читали. Самое основное, как всегда мы здесь об этом говорим, sienta y conecte a partir напомнить de вам, ello. что самое важное для вас это вернуться к этой способности чувствовать. И по этому чувствованию руководствоваться в вашей жизни. Y lo que pasa es que a veces nos cerramos en un conocimiento. Потому что Yo иногда conozco мы esto. закрываемся в каком-то знании. Esa es la verdad absoluta y Вот eso это я sigo. узнал, и только это возможно. И мы очень сильно себя ограничиваем, вставая на рельсы какой-то одной идеи. Ahí estoy, становясь estoy en este pozo. приверженцами Que nadie вот- me diga вот- nada, вот que nadie этого. me saque. И не хотите подвинуться никуда в сторону. Вот что-то, Porque el что autor dice eso. есть у вас в голове, вот только в этом вы и существуете, закрываясь в какой-то этой узкой реальности, которую вам предложил автор какого-нибудь исследования или какой-то книги. И вы лишаете себя возможности самопознания, изучения мира. Эта жесткая структура не позволяет вам. Si empezamos a Развиваться. caminar, tenemos que estar conscientes. Caminar nos referimos a viajar, a encontrarnos con otra gente, otros lugares, otros espacios. Si Если мы начинаем свое путешествие, знакомимся с другими людьми, с другими культурами, debemos estar conscientes de que vamos a encontrarnos con la máxima diversidad de emociones, нам надо понимать, что de мы встретимся с comunicación, огромным количеством de вариантов conocimiento. коммуникации, различных традиций, различных проявлений. de sentimientos, Эмоций, de чувств. emociones. Eso, hay que estar conscientes Надо de быть eso. осознанными, ¿Por qué cerrarnos? надо быть всегда открытыми, готовыми к познаванию, Eso es но всегда libertad. из осознанности. Вот это свобода. Eso es la libertad que necesitamos. Это та estar свобода, которая нам abierto нужна. Быть открытыми для всех, a esa sincronía, a esa абсолютно для всех conexión вариантов, для всех возможностей, en для los контакта с encuentros любыми, que tenemos с кем мы entre seres. встречаемся, с любыми феноменами, с любыми существами и так далее. Si te toca estar en un lago de peces,
abrirte a esa opción de sentir y enfocarte con el conocimiento de esos peces, por ejemplo. Если тебя жизнь отправила в какой-нибудь водоем, в котором огромное количество различных рыб, ну, значит, быть открытым к тому, чтобы понять, как они живут, как они существуют в этой среде и так далее, и не закрывать для себя дверь познания. Si te toca estar con Если un mundo тебе, de serpientes, serpientes, приходится, serpientes, no serpientes humanas, serpientes, serpientes. Приходится каким-то образом встретиться со змеями, не змеями-человеками, а змеями, просто змеями, присмыкающимися. Entonces, abrirte a esa opción Опять же, не закрываться, de ese sentir, de ese conocimiento, porque algo nos dice la naturaleza, siempre nos dice algo. потому что всегда природа нам что-то подсказывает. Через эти контакты она что-то нам дарит в виде какого-то знания. Normalmente, si temes a las serpientes, ah, no, con serpientes no, por favor, no. Но обычно у нас есть жесткая концепция в голове, что змеи это плохо, и не дай бог увидеть змею. И мы отказываемся от этого, мы не хотим не видеть змею, не встречаться, тем более не иметь какой-то контакт. И это приводит к проявлению у нас как таких определенным образом абсурдных существ. Algo tendrá que decirte. Si te Но encontraste если con ты alguien, con algo, наблюдаешь, если ты с кем-то встретился или с чем-то, всегда в этом есть какой-то урок и какой-то момент познания. es por alguna razón. По какой-то причине Вселенная устроила эту встречу. Todo lo que sucede en tu camino Абсолютно все, что происходит на твоем пути, no es porque имеет какой-то el резон. viento lo trajo por un vacilón, por una diversión. No. Не от того, что ветер, развлекаясь, принес тебе это в твою жизнь. Hasta una hoja que cayó en tu delante, Каждый лист, который упал на Tiene твоем algo que пути, decirte. имеет что-то тебе a сказать. esa opción debemos estar abiertos. Поэтому важно быть открытым для любого варианта познания этого мира. Pero ¿qué pasa en esos tiempos? Но что происходит сейчас? Cae una hoja ni nos dimos cuenta. Падает этот лист, а мы даже не замечаем, что он упал перед нами. Ni lo sentiste ni lo viste. Мы его и не чувствуем, и не видим. Entonces, ahí va la invitación a la Поэтому, apertura de conciencia. Что можем вам сказать и напомнить, что надо открыть свое сознание к многовариантности этой жизни, не самоограничивать себя. A mantenernos en la integración universal. Надо стараться жить из этого ощущения, чувствования, что мы интегрированные во Вселенную существа, Salir de ese riel, не отделенные от нее, como что del наши tren. границы Ya no del tren, ahora andamos con un riel безграничны, de cohete. и не жить как cohete. существа, которых поставили на определенные рельсы, и только по этим рельсам ехать. Hay que abrir, salir de los Имея rieles, очень узкий диапазон восприятия и estar понимания этой expandido реальности. siempre. Поэтому надо начинать понимать, что мы существа безграничные и Y бесконечные. para eso, ¿qué se requiere? Для этого что нужно? A ver. Algo simple. Что-то очень простое. Bueno, calma sí es una de las bases para esto, Покой, pero hay algo покой, más. да, это база для этого. Что еще? Silencio también es parte de Молчание es тоже su amigo. часть этой же самой базы. Calma, silencio, sí. Покой, Son тишина. amigos. Práctica ya es la constancia. Практика это постоянство. Enfoque. Bueno, atención. Внимание. ¿Qué es lo mismo? Для этого нужно внимание. No andamos con atención a la vida. Мы очень утратили нашу способность быть внимательными. Estamos en un riel, creemos que esa es Мы la очень verdad absoluta. ограничены и думаем, что это единственная возможная правда, и лишаем себя Pero la atención es открытых otra cosa. горизонтов. Но внимание, оно обширно. Es amplia. Pero no se trata de eso, de experimentar y Но это не значит, что надо Muchos экспериментировать, пытаться confundimos. что-то расширять. Мы Empezamos очень a entrar en часто fanatismo. блуждаем в этом, попадая в какие-то путы фанатизма El resultado de eso и одержимости. И результат этого es, ¿cómo le llaman eso? Estrés absoluto.
No, ese, ¿cómo lo que quema? No, ¿cómo es? Quemado cerebral, ¿cómo No, es? ¿cómo es? Nuevo concepto que es depresión, estrés y ahora Quemado se mental. quema en el trabajo, no sé cómo es ese concepto. Quemado laboral. ¿Ah? ¿Cómo? Ajá, no sé cómo en español se llama eso. Pero sí dicen quemado. Ah, sí, pues algo quemado en el trabajo, algo así, no sé, una soncera que han creado. Quemado laboral. Algo, bueno, por ahí más o menos. Если мы попадаем вот в эту ловушку фанатизма и одержимости чем-то, то мы приходим к тому, что сейчас является модными болячками или к стрессу, или к каким-то другим нервным заболеваниям, или как это, к выгоранию. Во, вспомнил, как это по-русски. Y eso es evidente. Pero Это достаточно очевидно. debemos agradecer algo al transcurso de estos 30 años más o menos que hemos venido conectando con distintas plantas, con las personas. Se ha visto de que los que han puesto atención, actualmente también se puede ver, los que han puesto atención en lo que es una integración con la vida sagrada, no entran en esos picos Надо поблагодарить depresivos. Вселенную за то, что за эти последние 30 лет, сколько плотно мы работаем с людьми, есть те, которые максимально свое внимание обратили на те внутренние процессы, которые в них происходят, и повернулись в сторону сакрального. Как раз такие люди не попадают в эти деструктивные уже состояния, как депрессия, стрессы и прочие истории. Aunque no estamos libres y por lo tanto no hay que cantar victoria, hay que mantener siempre la atención. Имея такие примеры, и за что мы благодарны Вселенной, что удалось En ese sentido quiero в этом saludar a смысле los antiguos, поспособствовать algunos que están acá. некоторым людям удержаться в рамках creciendo. сакрального и в рамках своего внутреннего Ya развития. tienen su dirección, Поэтому tienen sus хочется поприветствовать horizontes. тех, кто нас слушает, вот из стареньких, которые продолжают идти путем внутреннего развития и, так сказать, не откатываются назад, сделали свой внутренний выбор. Pero a la vez quiero avisarles. Но надо опять же понимать, что нет никогда такой возможности надеть себе на голову лавровый венок и сказать, что все, путь закончен, я все смог, все сделал, потому что никогда не надо говорить гоп раньше времени, Que las mareas потому что жизнь продолжается. siempre llegan, hay que И estar всегда atentos. надо a ello. быть очень внимательными. Наше внимание, наша осознанность должны быть отточенными. Y a veces al que está consciente le llega con más creces porque es donde que vienen las И definiciones. в наше время Las cosas очень en los mayores ajustes vienen las турбулентно, definiciones. есть волны большие и маленькие, которые нас захлестывают, и часто те, которые становятся осознанными, и те, которые встают на путь внутреннего развития, эти волны становятся достаточно проявленными и приходят в нашу жизнь как раз как некие инструменты и проверки, в которых мы можем закалить Y eso no se trata solo de свою una внутреннюю силу, experiencia свою en внутреннюю este espacio, дефиницию, sino es эту a nivel решительность и universal. определение. En algo que un camino que tú emprendes, encontraste el horizonte, luego de encontrar el horizonte encuentras la calma, encuentras más o menos la definición, ¿no? Pero hay un momento donde que estás en ese horizonte, se te viene una gran barrera para ver si es como que te defines y te afirmas en ese camino o te desvías. Это так, как если бы, представьте себе, что вы в открытом море, и вот вы наметили для себя определенное направление движения, вы видите линию горизонта, вы понимаете, куда вам плыть, и на вашем пути, в каком-то его отрезке, появляется большая волна и пытается вас
так сказать, попробовать на вашу устойчивость, силу и вашу внутреннюю силу вашего намерения. И вот в этой проверке все и проясняется. Либо вы справляетесь с этой волной и продолжаете идти к той же самой намеченной на горизонте цели, либо эта волна уводит вас с пути, и вы меняете направление. Ninguna tempestad, ninguna marea Никакой ураган, никакая te va a буря hacer desviar si tú has visto el sol. не может тебя сбить с пути, если ты увидел Sabes por dónde солнце, orientar. ты увидел, в каком направлении тебе идти. Así que ahí graben esa frase. Так что вот запомните, хорошая иллюстрирующая фраза. Entonces, de eso hay que tener claro. Y remando en ese mar hay que sacar toda la basura para que no pese pues el barquito, para que pueda avanzar. Eso hablábamos ayer en la reunión. Eso es con confianza. Vivir en confianza. No, es que desaprender lo aprendido más era. Ayer hablamos de eso. También llegó esa imagen del mar. Пока плывем еще на нашем кораблике, постараться сбросить весь балласт, который не позволяет ему двигаться налегке. Всякие старые паттерны и мусор весь, который у нас напичкали. Хорошо бы его тоже убрать, чтобы не мешало ничего. Разучиться всему тому, чему нас научили. Bueno, ha sido grande esa respuesta. Немножко длинный получился ответ на твой простой вопрос. Сожалею, что пришлось его расширить немножко. Lo siento por quitarle su tiempo. Ahí está el micrófono. У кого какие вопросы еще?